Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим ленивый сырник. Рецепт очень простой и быстрый. Это отличная замена обычным сырникам, когда некогда долго лепить утром. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сырник я буду готовить с клюквой. Берем 20 грамм вяленой клюквы и заливаем кипятком примерно на 5 минут, пока готовим тесто. В большую миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 2 столовые ложки сахара и щепотку соли. Все взбиваем венчиком до однородности. Во взбитые яйца насыпаем 200 грамм творога любой жирности. Раздавливаем большие комочки творога и перемешиваем. Сюда же добавляем подготовленную клюкву. Перемешиваем. Вместо клюквы можно добавить изюм или нарезать кубиками яблоко. Также можно насыпать чайную ложку корицы. В самом конце насыпаем 80 грамм муки. Все перемешиваем. Еще больше разных рецептов сырников смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Приготовленную творожную массу выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Тесто равномерно распределяем по всей сковороде. Диаметр моей сковороды 24 см. Сковороду накрываем крышкой и готовим на небольшом огне примерно 3-4 минуты. Сырник уже приготовился с одной стороны. Берем большую тарелку и накрываем сковороду. Переворачиваем сырник на тарелку, а затем аккуратно с тарелки уже другой стороной выкладываем сырник опять в сковороду. Сковороду накрываем крышкой и готовим еще примерно 3 минуты. Готовое блюдо выкладываем на большую тарелку. Сразу же нарезаем порционными кусками. Ленивый сырник получился вкусным и в меру сладким, а особую изюминку ему придает ягодная начинка. Также попробуйте поэкспериментировать с начинками, добавив вместо клюквы изюм или яблоки. Также можно насыпать чайную ложку корицы. Готовится он быстро и получается всегда. Если вам понравился рецепт такого сырника, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.